Здравствуйте, друзья! В эфире «Геоэнергетика Инфо». Максим Радайкин. И я, Борис Марсанкевич, всем добрый день. Борис Леонидович, «Новатэк» начал транспортировку второй технологической линии сжижения для проекта «Арктик СПГ-2». Расскажите, пожалуйста, что это за такая вот платформа, почему это значительное событие, ее транспортировка, как там дела у темно-серого, черного газового флота Путина, который арабы якобы скупают для него по всему миру. Что там происходит на поприще российского СПГ? Давайте, действительно, тема такая летняя, когда говорить про Арктику, когда хотя бы на улице тепло. Зимой страшно даже браться за эту тему. Напомню, что первый проект крупнотоннажного сжижения в исполнении «Новатэка» Ямал-СПГ-2, он построен на суше, на материковой части России. Но полуостров Ямал – это и вечная мерзлота, это и проблемы со сваями, на которых держатся все заводские корпуса, и так далее, и так далее. Достаточно дорого, достаточно хлопотно, и, на мой взгляд, решение «Новатэка» изменить в корне систему строительства было совершенно логично. Так называемые гравитационные платформы – это на самом деле бетонные короба, на которых смонтировано все оборудование, которым не требуется выходить на берег по доставке на место. Это такая большая-большая баржа, которую буксиры на место доставляют. Соответствующие емкости заполняются грунтом, камнями, вот, все, что может приземлить на дно, чтобы она надежно стояла на морском дне. Намного дешевле получается, в том плане, что и монтаж идет в заводских условиях, для чего рядом с Мурманском в поселке Белокаменка построен огромный завод с двумя цехами, где одновременно возводились две таких технологических линии. Проект «Арктик СПГ-2» – это три технологических линии по 6,6 миллионов тонн сжиженного газа. Считать не очень удобно, надо умножать на такое абстрактное число 1,35, чтобы получить миллиарды кубометров из миллионов тонн. Ну, грубо говоря, 19,8 это 25-27 миллиардов кубометров газа в обычном состоянии. Достаточно серьезный проект. При этом была выбрана технология компании Linde, немецкая традиционная вороватая компания. Разумеется, они ушли после введения всех мыслимых, немыслимых рестрикций и оставили «Новатэк» один на один с недостроенными и первой, и второй линии. Санкции были введены уже в 2022 году. Тем не менее, первую линию «Новатэк» уверенно завершил, отправили. В прошлом году еще поставили на месте, разобрались со всем тем, чем необходимо. Нужно присоединять к наземной инфраструктуре, соответственно, газопровода опустить на дно морское, чтобы они до платформы добрались. Отдельной проблемой стало обеспечение электроэнергии. Газовые турбины, необходимые для сжижения, должна была поставить компания Baker Hughes, которая тоже ушла, американская компания в связи с санкциями. Да, газовые турбины такой мощности Россия уже выпускает. На момент строительства Ямал-СПГ-2, Ямал-СПГ у нас таких турбин просто не было такой мощности. Сейчас есть, но те проекты, которые разрабатывали в Ростехе и на силовых машинах, они предназначены для газовых электростанций, газотурбинных электростанций. У них нет такой маневренности, которая требуется с технологической точки зрения для сжижения газа. Выход из ситуации был найден, поставили обычные газовые электростанции, и вот эти маневры выполняют за счет подачи электроэнергии вырабатываемой. Может быть, не так изящно выглядит, как решение с газовыми турбинами, но на самом деле надежностью ничуть не уступает. Сделано это, насколько я понимаю, собственными усилиями будет делаться. Вроде бы были согласны помочь в этой ситуации китайские машиностроители, но выяснилось, что те сроки, в которые они способны вписаться, «Новатэк» не устраивают. Ну, за достоверность информации в той обстановке, которая вокруг России сложилась, гарантировать ничего нельзя, но судя по тем разговорам, которые в отрасли идут, заказ будет здесь, у нас, внутри России. Это что касается производства СПГ как такового. Но для того, чтобы чайник кипит, остается подставить стакан. Холодная жидкость, да, пожалуйста.
первая технологическая линия совершенно работоспособна, может быть введена в строй в любой момент, нужно уметь подставлять стаканы. И это вот та проблема, с которой «Новатэк» столкнулся: отсутствие танкеров-газовозов усиленного ледового класса. Напомню, что для Ямал-СПГ были разработаны совершенно новые танкеры-газовозы, которые в международной классификации так называются, Ямал-Макс. Обычный объем 170 тысяч кубометров, но ледовый класс Арк-7. Они самостоятельно могут проходить льды до метра толщиной. Они оснащены так называемыми айзиподами, винторулевые колонки. И если по свободной воде такой танкер идет носом вперед, то в том случае, если натыкается на ледовые поля, за счет винторулевых колонок он разворачивается на 180 градусов и идет кормой вперед. Корма оснащена тем, что требуется для прохождения таких льдов. Поэтому это совершенно отдельные танкеры. Никому в мире они больше не требуются. С учетом того, что стоимость по сравнению с обычными танкерами-газовозами, которые используются всеми остальными компаниями во всем мире, такой танкер стоит в 2 раза дороже. И, соответственно, поскольку он более тяжелый, больший расход топлива, это я намекаю на то, что после того, как были введены санкции против проекта «Арктик СПГ-2», южнокорейские машиностроители, которые оказывали шефскую помощь нашему судостроительному комплексу «Звезда», встали перед проблемой. Для нового проекта «Новатэка» «Арктик СПГ-2» требуется 15 танкеров-газовозов, 5 должны были быть переданы южнокорейскими специалистами, но этого не случилось. Не могут продать, поскольку все, что можно было ввести под санкции, ввели. Сначала компанию Arctic SPG-2, общество с ограниченной ответственностью, есть у нас такое. Потом санкции стали вводить и для всех тех компаний, которые можно было использовать для долгосрочного фрахта. Под санкциями Совкомфлот, под санкциями отдельные танкеры. В общем, с этим тяжело. Сказать, что южнокорейским кораблестроителям после этого стало легче, тоже не получается, потому что продать они их физически никому не могут. Стоимость в 2 раза выше, эксплуатационные расходы в 2 раза выше, соответственно, довольных сложившейся ситуации нет. При этом «Новатэк» не стал останавливать строительство второй линии. Я думаю, что пройдет десяток лет, мы узнаем, как это было сделано. Линда, конечно, патентодержатель, держатель технологии. Немецкая компания, тем не менее, производственные мощности разбросаны по всему миру, в том числе и в Китае. То есть не исключено, что вот здесь какие-то маневры юридические, так скажем, были проведены достаточно удачно, и монтаж завершился. Если смотреть за теми сроками, которые ушли на то, чтобы доставить первую технологическую линию, от 3 недель до месяца займет путешествие при хорошей погоде. Но я думаю, что прежде чем отправлять буксиры в такой поход, посмотрели прогнозы погоды, так что я думаю, доставлено все это будет в те же сроки. Если говорить о монтаже, о времени, которое потребовалось для монтажа первой линии, можно быть уверенными в том, что до конца этого года и вторая технологическая линия будет готова к работе. Останется вопрос только в тех самых танкерах-газовозах. Если отталкиваться от той информации, которую проталкивает Всемирное информационное агентство ОБС, один Bloomberg сказал, действительно, если верить, наблюдается скупка танкеров-газовозов ледового класса, но не усиленного. Речь идет о танкерах класса Арк-7, это порядка 30 сантиметров льда. То есть это то, что, может быть, используют в своих проектах Норвегия, может быть, Канада, у них там тоже ледовая обстановка случается. Вряд ли Соединенные Штаты, у них в основном все СПГ-заводы на побережье Мексиканского залива, там льдов нет. Но, тем не менее, такие танкеры есть. Компания из Объединенных Арабских Эмиратов – это не государственная компания, прямо скажем. Сколько стоит зарегистрировать компанию в Объединенных Арабских Эмиратах, я думаю, узнать несложно. Достаточно открыть сайт под названием Авито и так далее. Ни эти Объединенные Арабско-Эмиратские компании, ни эти танкеры под санкциями не находятся. И каким-то образом они действительно могут помочь новому проекту «Новатэка», по крайней мере, в навигационный период. Для того, чтобы
вот эти танкеры Ямал-Макс использовались с максимальным коэффициентом полезной деятельности. Еще один из проектов «Новатэка» – это строительство перегрузочных баз в конце трассы Северного морского пути. То есть, если говорим про восток на Камчатке, если говорим про запад в Мурманской области, оба хранилища были построены, доставлены, опять же, при помощи южнокорейских специалистов. У нас пока не освоено производство криогенных емкостей такого масштаба. Там они действительно очень большие, крупные, это специфический металл. Дело не в том, что наша промышленность не освоит такой сплав, просто у нас нет прокатных станов нужного размера. Такая же проблема в свое время была и со строительством хранилищ для завода Ямал-СПГ. Там нужны листы нержавейки, грубо говоря, это январные сплавы с высоким содержанием никеля, шириной 5,5 метров. У нас просто нет таких прокатных станов. Здесь нестыковка. Любой из владельцев наших металлургических компаний с удовольствием поставит такой прокатный стан у себя, но для этого нужно иметь пакет заказов с тем, чтобы это когда-то окупалось. С одной стороны, с другой стороны, у наших газовых компаний такого пакета заказов просто нет. Поэтому ничего не остается, кроме как прибегать к помощи зарубежных специалистов. Для этих хранилищ было создано отдельное юридическое лицо, оно тоже попало под санкции. Соответственно, да, сам «Новатэк», естественно, может доставить газ до этих временных пунктов хранения, перелить СПГ, все в порядке. Вопрос, как продавать, если под санкциями находится вот сама эта перевалочная база. Я так понимаю, что эта проблема пока не решена, с одной стороны. С другой стороны, Мурманск и Камчатка, вот там действительно будет вполне достаточно Арк-4, и, может быть, какой-то вариант «Новатэк» рассматривает вот, использовать те танкеры-газовозы, которые имеются, Ямал-Максы. У них будет короче пробег до включения в работу перевалочных баз. Эти танкеры проходили не только трассу Северного морского пути, для которых строились, они доходили до конечных потребителей. Здесь идея достаточно простая. Не выходит с трассы Северного морского пути ни один Ямал-Макс, соответственно, их рейсы становятся короче по времени, они успевают обслуживать не только Ямал-Макс, но и Арктик СПГ-2. Разумеется, не больше, чем мой вымысел, попытки тоже поиграться в эту игру. Отгадайте, каким образом «Новатэк» намерен пройти мимо всех санкций. Если танкеры, газовозы умеют ломать льды, то не исключено, что и с санкциями они тоже справятся. Вот такая обстановка, с учетом того, что в открытых источниках достоверной на 100% информации получить невозможно, остается только гадать, с одной стороны. С другой стороны, с учетом того, какова сметная стоимость проекта Арктик СПГ-2, если «Новатэк» ведет себя вот так, как мы наблюдаем, пошла в ход вторая технологическая линия, я думаю, что там понимают, какие риски, и я думаю, что план, помогающий справиться со всеми проблемами, вызванными коллективным Западом, там тоже имеется. И, разумеется, о нем мы не узнаем ничего, пока он не будет реализован. Борис Леонидович, большое спасибо за комментарий. Дорогие друзья, подписываемся на Геоэнергетика Инфо в Дзене, в Телеграме, на Ютубе обязательно, пока его не заблокировали, уже замедляют. Так что вот ссылка на наш Телеграм-канал будет в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект в условиях лишения монетизации на Ютубе. Спасибо, до новых встреч. Всем спасибо за внимание, всем всего доброго. Уважаемые зрители и слушатели, по-прежнему продолжается политика Ютуба в неизменном виде. По-прежнему велик риск того, что Ютуб для России перестанет функционировать. Одним из новых направлений проекта «Геоэнергетика» мы будем пробовать все имеющиеся у нас материалы в том или ином виде, отредактированного, возможно, размещать на портале Дзен. Яндекс.Дзен – это все-таки пока еще наша отечественная платформа, там можно работать без цензуры, поэтому предлагаю, заглядывайте. Вы знаете, что часть роликов, в которых содержится слово «Украина», мы вынуждены цензурировать. Вот там это будет в полном объеме, может быть, это покажется вам более интересным, более живым. Ссылки на наш Яндекс.Дзен есть в описании.
Подписывайтесь, комментируйте, высказывайте замечания, пожелания. Всегда будем рады на них откликнуться. Всем спасибо за внимание.